Продолжается прохождение парадных расчетов механизированной колонны. Возглавляет колонну командир тактической группы «Комсомольская» гвардии полковник Геннадий Алябьев, кавалер ордена за оборону Донецка, принимавший участие в боях за Славянск, Донецкий аэропорт, Углегорской и Дебальцевской операциях. На площадь Ленина выходит символ победы советского народа в Великой Отечественной войне – танк Т-34. Эта боевая машина принимала участие в боях с гитлеровскими фашистами, а в 2014 году была свидетелем ожесточенных боев за Саур-могилу. После этого была полностью отреставрирована и приведена в боевое состояние. На командирском месте легендарной машины герой Донецкой Народной Республики Валерий Быбко. В феврале 2015 года в танковом бою под Логвиново экипаж Валерия Быбко уничтожил 2 и повредил 1 танк противника, а когда закончились снаряды, пошел на таран вражеских танков. Следом за ним идет легендарная машина БМ-13, получившая в народе ласковое название «Катюша». Это грозное оружие наводило ужас на немецко-фашистских оккупантов. На площадь выезжает труженик фронтовых дорог Великой Отечественной войны ЗИС-5, легендарная полуторка, которая буксирует 76-миллиметровую пушку времен Великой Отечественной войны. На марше современная техника вооруженных сил Донецкой Народной Республики, захваченная в боях с украинскими оккупантами и восстановленная на предприятиях Донбасса. Открывает прохождение колонны бронетранспортер БТР-80 на головной машине командир отдельной тактической группы морской пехоты подполковник Андрей Оприщенко, на груди которого Георгиевский крест 4-й степени за номером 005. Во время боев на Саур-могиле один из пулеметов НСВД уничтожил вражеский танк, за что и получил свой легендарный позывной «Утес». Подполковник Оприщенко награжден орденом за заслуги перед республикой. На площади появляется боевая машина пехоты БМП-1, предназначенная для транспортировки личного состава к переднему краю. На головной машине командир оперативно-тактической группы «Дунай» гвардии подполковник Эдуард Белишенко. Его подразделение удерживает позиции на Авдеевской промзоне, в поселках Спартак и Пески, в городе Ясиноватое. Гвардии полковник Белишенко награжден орденами за заслуги перед республикой и за оборону Донецка. Продолжает прохождение парадных расчетов механизированной колонны подразделения танковых войск республики. Возглавляет колонну командир отдельного танкового батальона подполковник Петр Ручьев, принимавший участие в боях за Шахтерск, Углегорск, Дебальцево и Елеровку. На вооружении в танковых войсках вооруженных сил Донецкой Народной Республики находятся основной боевой танк второго поколения Т-72 и танк Т-64. Навечно в списке части внесены танкисты, герои Донецкой Народной Республики, лейтенант Роман Нырков и лейтенант Николай Алферов, отдавшие жизнь за нашу Донецкую землю. Слава танкистам вооруженных сил нашей республики! На главную площадь Донецка выходит техника противовоздушной обороны, обеспечивающая надежное прикрытие воздушного пространства республики. Командует колонной боевых машин командир взвода отдельного зенитного ракетного дивизиона лейтенант Андрей Эттин.
Мимо трибун проходит боевая машина 9А-34 зенитного ракетного комплекса «Стрела-10». Комплекс обеспечивает поражение воздушных целей на высоте от 2,5 метров до 3,5 километров, на дальности от 800 метров до 5 километров. На площадь выходит главная огневая мощь нашей республики. Артиллерийская техника тактической группы «Кольчуга», которой командует гвардии полковник Вадим Пьянов. На головной машине командир дивизиона гвардии полковник Василий Бондарь. У истоков основания славного подразделения стоял герой Донецкой Народной Республики генерал-майор Александр Немогай. Движение механизированной колонны продолжает реактивная система залпового огня «Град», предназначенная для поражения открытой и укрытой живой силы, а также небронированной техники противника и является потомком легендарной «Катюши». Продолжает прохождение механизированной колонны 120-миллиметровый полковой миномет. Он предназначен для подавления живой силы и огневых средств противника. В 2014 году был основным тяжелым вооружением ополчения в боях с захватчиками Донбасса. Мимо трибун проходит 122-миллиметровая гаубица Д-30, буксируемая автомобилем «Урал-4320», предназначена для уничтожения и подавления живой силы и огневых средств противника. На площадь выходит 100-миллиметровая противотанковая пушка МТ-12 «Рапира», буксируемое гладкоствольное противотанковое орудие. Используется для поражения танков, бронетранспортеров и других средств бронетехники. При штурме Донецкого аэропорта своим снайперским огнем успешно подавляла огневые точки противника. Движение механизированной колонны завершает буксируемая 152-миллиметровая гаубица 2А-65 МСТА-Б, предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и других боевых бронированных машин. В настоящее время ведет успешную контрбатарейную борьбу с противником. Завершает движение техники ЗУ-23-2, советская 23-миллиметровая спаренная зенитная установка в составе 2 зенитных автоматов. Боевой расчет 4 человека. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики всегда готовы дать отпор врагу. Слава доблестным артиллеристам! Слава доблестным вооруженным силам! Слава ветеранам Великой Отечественной войны!
Слава народу-победителю!